Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, новыми встречами в прямом эфире. Пламен Пасков прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую весеннюю, надеюсь, уже немножко более солнечную аудиторию, хотя политические события достаточно мрачноватые, но, наверное, мы это обсудим. Обязательно обсудим, друзья. Всем большое спасибо, что присоединяетесь к чату трансляции, к трансляции. И вообще не забывайте лайки ставить и, конечно, обсуждать все происходящее, чем, собственно, сейчас и займемся. Ваши вопросы прозвучат в финальной части нашей программы. В сообществе YouTube их заблаговременно можно оставить, в закрытом клубе зрителей «Шелест», конечно же, да. Ну и в чате в самом финале тоже пообщаемся 100%. Ну и начнем прямо сейчас, да, это делать. Кто остановит Трампа? Сегодняшний опрос и варианты ответов. Китай и Россия, возраст, Европа и монархии глобалистов, или никто не остановит, он сам остановится. Ну, то есть, как там не слушаешь ты Трампа, да, с его какой-то бравадой, но все-таки понимаешь, что за вот этими всеми велеречивыми и противоречивыми вещами, которые он изрекает, все-таки есть прагматизм, и как бы воевать по 2 ярда, 1,5-2 ярд в месяц, в день, да, вот этот месяц воевать, это уже как бы накладно. Поэтому остановится сам. Но скажут всем, конечно, что победили. Вчера знаковое выступление было Трампа, я думаю, вы видели, и выдержки, и как бы он юлил по поводу томагавка, который ударил, а это уже томагавк по иранской школе, говорит, это Иран сам бил томагавком американским, который есть только... Что-то сильно знакомо. Ну, то есть, это сам Иран ударил, значит, по девочкам, где в Австралии есть, где в Великобритании и у американцев эти, даже у Израиля нет этих томагавков, конкретно там показали обломки, и там антенны специфические и все остальное. Ну, и сам выходит и говорит, слушайте, ни один президент не делал столько дерьма, как я. Ой... Прям вот рубит, как с плеча правду матку. С Путиным созвонился, ну и выступил по этому поводу, и в том числе по поводу войны в Иране. Ловят его на противоречиях и журналисты, и, в принципе, все в мире. Так как кто его остановит? Вопрос непростой, потому что в этих ответах, которые вы озвучили, не видел одного. Остановить его внутри американские политические, скажем так, противостояние, назовем это максимально деликатненько. Потому что Россия и Китай влиять могут. Правда, будут ли они хотеть его останавливать и в каком смысле останавливать, вопрос вопросительный. Европа, ну да, вы прибавили это, естественно, из-за чувства юмора и проверки нашей аудитории, как у них там вообще-то с когнитивными возможностями, это даже не обсуждаем. Трампа остановит сам Трамп, это тоже нельзя исключать, но я все-таки считаю, что Трампа, скорее всего, остановят демократы, республиканцы и те маговцы, которые начинали отчаливать от Трампа и поворачиваться против Трампа. И, соответственно, Трамп внезапно окажется по многим важным вопросам, ну, так, один. Наполеон, когда был на острове Святой Елене, либо там на острове Элба, ну, он сам, Наполеон, без армии, ну, сами понимаете, много чего там не наворотил. Ну, мемуары, наверное, писал, и отравляли его там потихоньку. Вот и все. Так что, если Трамп останется один, то, что вы сказали, что война стоит от 1 до пару-тройку миллиардов в день, это вообще ерунда. Там залог, действительно, это не имеет значения, даже если это будет 100 дней. А не потому, что для меня с вами эти суммы, скажем так, никакие, а просто потому, что в масштабах того, что Трамп хочет заполучить от Ирана, а это именно нефть и газ, на триллионы в сумме, на десятилетие, а не на год, на 2, ну, честно говоря, это небольшие расходы. Это цена демократии. Он так и говорил, по-моему, это невысокая цена для демократии. Это его слова, нет. Он из республиканцев внезапно стал ценителем демократических таких особенностей и ценностей. Так что не в этом дело. Дело в том, как внутри американская оппозиция на это посмотрит, потому что часть внутри, вернее, не оппозиция, а эстаблишмента, потому что не факт, что это оппозиция,
Потому что часть американского истеблишмента, ну, имеет какие-то бизнес-отношения с британскими, там, с Даунинг-стрит, 10 с лондонским Сити. Это одно государство родило другое. И вот эти родильные связи, они никогда не исчезали. Они там утончались, выходили на поверхность, заходили там вглубь. Ну, они сохранялись. А там то, что делает Трамп в Ближнем Востоке, бьет против Китая, Б против России. Американцы против этого не имеют, даже противники Трампа, но бьет и против интересов Великобритании, потому что все эти монархии там, за исключением Саудовской, ладно, скажу это просто так. Если Саудовская Аравия, грубо говоря, это от 70 до 80% под влиянием США и 20-30% под влиянием Великобритании, то все остальные монархии, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и даже Оман, у них ровно наоборот. 70-80% британское влияние, они даже входят в систему Commonwealth, если так внимательно присмотреться. И 15-20%, ну, 20 с небольшим в лучшем случае, американской. То, что делает сейчас там Трамп вместе с Израилем, конечно, это перекрывает, перерезает и ставит в тяжелом положении и Индию, и Китай. Индия – это тоже часть Commonwealth. Если ты мешаешь Индии, ты мешаешь Британии. А если ты мешаешь Британии, то, соответственно, мы, наверное, это подробнее там обсудим, как они на это смотрят и что они против этого делают. Если я говорю про Китай, Китай имеется в виду побережье китайских комсомольцев и китайских изоляционистов, потому что как-то нельзя забывать, что британский банк HSBC перекочевал, это один из самых ротшильдовских, из самых первых ротшильдов, то бишь изоляционистских банков, они перенеслись, вернее, переместились с Лондонграда, в физическом смысле этого слова, несколько лет, под 17 или 18 года 21 века, что называется, в Гонконге и вообще-то на Тихоокеанское побережье Китая. То есть там, в Китае, есть огромные, важные, могущественные с финансовой, не с глобалистической, с антиглобалистической, то бишь с изоляционистской точки зрения, круги, которые от этого сейчас, мягко говоря, сильно страдают, потому что Китай деэнергизируется. То есть, это длинная история, но мое мнение, что Трампа, скорее всего, если кто-то будет его останавливать, потому что это будет битва, он вообще-то драчун, если кто-то его остановит, то это внутренние политические американские круги и силы. Ну, какая-то дополнительная порция Эпштейна, где Трамп вообще, сами представляете себе, вообще. Ну, уже там один канадский журналист сегодня пишет о том, что есть видео, где он с детьми, так сказать. Ну, этот журналист, он много такого... Педагогикой занимается, педагогикой. Да, много такого писал. В принципе, мало там что подтверждается из того, что писал конкретно этот журналист, поэтому все так вроде как распространили, ну, посмотрели, говорят, ну, в общем, не пойми, кто это все пишет, но, собственно, мы же видим, как меняется внутриполитическая ориентация Трампа. Интересные публикации о том, а кто же вместо, да? Вот прям на фоне вот этой яркой войны, судорожных рывков нефти то вверх, то немножко ниже, на фоне там созвона с Путиным, это мы обсудим сейчас предметно, говорят, а кто же преемник? И уже вроде как, да, чаша весов склоняется в сторону Рубио. А Рубио, смотрите, какой молодец. Да? То есть переговоры он ведет очень дозированно, занимается, собственно, гудстепом. Тут же Кубу, мы ожидаем, будет дружественный или недружественный захват. Это вчера выдал Трамп. Говорит, посмотрим, или дружественный, или недружественный, но захват. В общем, жди Куба. Будет там Рубио, судя по всему, начальником и главным, и командиром. В общем-то, тоже коммунизм будет уничтожен. Ну, вот такие прогнозы, да, по Кубе. А Венс вроде как на вторых ролях, потому что Венс вроде поддерживает это все дело, конфликт с Ираном, но говорит, я не так это представлял себе. И, в принципе, там он встретит перед похоронами бойцов американской армии, конечно, отдаст все почести, но съездит лучше куда-нибудь к пожарным, да, чем вот по вот этим всем мероприятиям комментировать направо и налево выдающиеся успехи американской армии. Судя по всему, это вся заваруха на Ближнем Востоке надолго. Судя по всему. Но, простите,
Венс на это не подписывался. Венсу вспоминают его слова, где он говорит, что молодых ребят отправляют куда-то там в разные части света, пора это заканчивать. Все же, у всех свежо вот это воспоминание о тех речах, которые были в президентской гонке произнесены. Как вы думаете, вот все-таки Рубио такой талантливый, Рубио такой молодец. Израиль, конечно, подсобил со своим израильским лобби в Америке. И что вообще происходит с Трампом? Или он как бы поиграет на этой полянке и переметнется опять назад, и Такер снова будет у него в части, и Венс снова будет героем, и Хексита немножко отодвинут назад? Вы вообще-то такой замес обрисовали, который, к сожалению, является правдой. А Рубио, он парень амбициозный. Я вспоминаю его, когда еще времена в Венесуэле были у Чавеса, и он был таким янычаром, поскольку он кубинского происхождения. Он еще там сенатором или конгрессменом, что ли, там был. Вообще-то брыкался и грозился, что мы там с Венесуэлой разберемся еще раз. Это было 20 лет назад. Он был таким бойким пацаном. Рубио сейчас придется подождать. Потому что если Трампа импичнут, а если действительно не получится так, как должно получиться с Ираном, с американской, естественно, точки зрения, не с моей, не с вашей, то Трампа могут импичнуть и чужие, и свои, и даже ближайшие его окружения. И тогда, естественно, смотрим на карточный домик, где нам показывали, что тогда происходит в таких случаях еще в первом сезоне. Но президентом США становится вице-президент. То есть сначала Венс, он поэтому сейчас так молчит, поэтому так аккуратно. А сначала Венс, а потом Рубио, если хочет, пусть попробует себя в президентской гонке, через пару-тройку, сколько там, 3 года еще остаются. И тогда с президентом Венсом, если ему получится сразиться, я думаю, что президент Венс все равно выиграет, и Марко Рубио опять будет либо шефом Госдепа, если не придется его наказывать за какие-то грубости во время кампании посильнее, либо, если будет вести себя более-менее прилично и покладисто, может стать, в свою очередь, вице-президентом. Так что все амбиции будут удовлетворены. А так, что то, что вы говорите, что там надолго, понимаете, мы сейчас, если говорить об ситуации в Иране, обсуждаем скакающую лошадь. То есть, пока мы обсуждаем то, что есть, она уже скаканула там вперед, и много чего там изменилось, и пока мы это вообще-то поймем, приходится понимать и обсуждать что-то другое. Но, тем не менее, давайте немножко цифрами попытаемся ориентироваться. Похоже ли это на ситуацию? А знаете, на что мне похоже? Пока я не видел ни одного, чтобы это так обсуждал. Мне это похоже, помимо всего остального, что другие, там достаточно умные ребята обсуждали, в том числе и в вашем канале, мне это похоже на что-то другое. Мне это похоже на начало Великой Отечественной войны. Когда немецкое большое технологическое, военное, стратегическое, тактическое преимущество, во-первых, рванули вперед, захватили под 5 миллионов армию. 5 миллионов, конечно, не было, там миллионами, там пачками то ли сдавались, то ли всякое такое. И рвали вперед, и это уже первые несколько месяцев выглядело как не война, а избиение Советского Союза. Однако генералиссимус Сталин приготовил заначку в виде предприятия дублеров, в виде мобилизационной экономики, в виде много чего другого, чисто специфического русского, советского и, если хотите, кавказского, так вообще-то по-хитрому. И после того, как устояли на вот этот мощнейший, страшнейший удар, который был не 10 дней, который мы сейчас обсуждаем, а был полгода, как минимум, до битвы под Москвой, когда линия там выстроилась, Ленинград, Москва, Воронеж, Сталинград, что называется. И тогда, после того, как началась некоторые там позиционные, что называется, вот эти предприятия-дублеры заработали, мобилизационная система заработала, и дальше все по списку, и получилось то, что мы хорошо знаем. Сейчас мы обсуждаем момент прямого избиения Ирана военно-воздушным и военно-морским образом. Однако военно-воздушным и военно-морским образом это не привело к изменению политического поведения и решений Ирана, и даже не привело к изменению политической верхушки Ирана. Убрали аятоллаха Али Хаменеи старшего и получили аятоллаха Муджтаба Хаменеи младшего, 56 лет, очень злой,
очень обиженный. Его отца убили, его брата убили, членов его семьи убили, ребенка там убили, внука его отца, что называется. И этот человек раньше выполнял функции, у него только богословское образование, нету там технического, там гражданского и так далее. В Иране там все это достаточно сложно. Нельзя измерять нашими пониманиями о том, какие там специальности, но не суть. Он выполнял функцию прямой связи между рахбаром и ксиром. А ксир – это и есть каста самураев. Каста самураев, которые не просто хорошие воины, хорошо оборудованные, там богаче и сильнее, и более вооруженные, чем все остальные, чем армия. Но ксир – это владельцы собственности. То есть там они являются и экономическим субъектом. Они владеют рынками, они владеют предприятиями, они владеют технологиями. Ксир – это не государство в государстве, это и есть государство иранское. Это и есть силовая компонента государства иранского. В полном смысле этого слова. Это не мафия, это государство и есть иранское ксир. У них коллективный разум, у них сетевая структура. У них на каждого аятулла, либо на каждого функционера есть от 2 до 4 заместителей, которые сразу готовы вступить и сохранить управляемость всей системы, что мы и наблюдали. То есть, естественно, можно немножко лирически сказать, что Иран победил просто тем, что он не пал за первые 10 дней вот этого жестокого избиения. С другой стороны, конечно, у Ирана ПВО оказалось опять не так, не то, ни что. Авиация опять оказалась, вообще, даже сразиться не смогли там. Як-130 его убили, даже он не понял, откуда это произошло, потому что он даже не видел противника. Боя как такового не было. Военно-морские силы их гробят и уничтожают хоть недалеко от берегов Шри-Ланки, там в Индийском океане. То есть в этом плане они оказались отставшими достаточно сильно и конкретно, и противопоставить им что-то отдельное, бойцовское, нечего. Другое дело, что сейчас идет момент истины. Вы там наземную операцию делать будете? Потому что без наземной операции вам не взять Тегеран. Без взятия Тегерана вам не поменять вот эту политическую верхушку и не решить ни одну из этих задач, которые вы хотите решить. А наземную операцию, оказывается, кандидатов желающих мало. Коалиции желающих нет. Смотрите, тут кроме наземной операции, я, если честно, был сегодня поражен и даже где-то местами обескуражен. Значит, Трамп публикует у себя пост и говорит: Эрдоган, ты такой крепкий мужик, мне такие нравятся. Вообще красавчик ты, Эрдоган. А ну-ка, давай мы с тобой вместе убьем нового аятоллу. Так ракеты давай, Эрдоган. Смотрите, в этом посте, помимо вот этой бравады и вот этой пацанской, как вы понимаете, да, в риторике, где очень тяжело с факт-чекингом, его там берут и говорят: подождите, Трамп, он же вышел, сказал, мы победили, да, поговорил с Путиным, вышел, сказал, мы победили, все уже, и цена так раз немножко и упала на нефть, то есть, хорошо, победили, говорит: вы что там ходите, топчетесь в этом Ормузском проливе? А ну-ка давайте посмелее, капитаны. Капитан, улыбнитесь, только смелым покоряются моря. И говорит: давайте, шуруйте через Ормузский пролив. Дураков нет. То есть, потому что танкеры не только иранские, там, США выбивает. Выбивает, конечно, яркая картинка, но и Иран тоже. Уже и бэки используют, и дроны, и мало кто хочет ходить по этому проливу до каких-то гарантий. Трамп говорит: я обеспечу вам безопасность. Говорит, но пока ничего особенно не делает на этот счет. Там кто-то рискует, выключает транспондеры. В общем, как-то, затруднено передвижение. Трамп говорит: давайте. То есть, опять-таки, сейчас отчаяние в этом сквозящем, сквозь вот эту браваду, оно читается. Конечно, ему нужны турецкие ракеты, конечно, ему нужны турецкие боеприпасы, конечно, это армия НАТО, Турция, конечно, это сосед, и, конечно, ему очень хотелось бы, чтобы Эрдоган вышел и сказал: да, Трамп, я присягаю тебе на верность, давай вместе убивать вот этого нового аятоллу, сына. Да, но это ведь только хотелки Трампа. Курды что-то там рыпнулись вначале, но по большому-то счету сказали: ребята, мы вам не доверяем. Вот этот регион, он пропитан недоверием к Трампу. А тот его гнет и говорит: давайте,
верьте мне, смелее ходите через пролив, давайте ракеты, давайте наведение, вы НАТО или кто, а ну-ка давайте, а ну-ка сюда, к нам с Израилем присоединяйтесь. Но как-то не спотыкаются. Ну, бегут, но не спотыкаются. Да, там уничтожили Арабские Эмираты, там на какой день вот этих обстрелов? Какую-то опреснительную станцию Ирана. Это в Бахрейне. Нет, Ирана, Арабские Эмираты ударили по Ирану, там какой-то, скажем так, на выходных какой-то вот такой был ответ, акция такая. Но как бы очередь не выстраивается. Все ждут чего-то. Вот тут очень интересно, чего. Такое ощущение, что все ждут какого-то или сокрушающего удара, он же обещал. Причем его говорят, ты же обещал, сейчас ударишь как никогда сильно. А он говорит, я обещал. Да нет, я тут в гольф играю. Не-не-не. Это в пятницу было, кстати. То Да, есть... в пятницу он это обещал. Да, так оно и было. У нас вот сейчас опять у нас новое обещание, что ударим так сильно, как никогда. То есть все ждут или разгрома Ирана, или смотрят, что разгром не получился, и как бы не получается и не получится. Тогда чего они ждут? Тогда как они себя ведут? У нас же как, война, ты должен быть или за красных, или за белых. А они все как-то вот сторонятся Трампа ровно потому, что он может сегодня сказать утром одно, вечером другое, и играть на вот этих биржевых показателях за этим, ну, у него не станет. Знаете, попытка Трампа подключить иранских азеров, Азербайджана как таковым, курдов, она, на мой взгляд, абсолютно провальная. Хотя кидали они американские паспорта, предлагали деньги пачками свежими, большими, ну, можно сказать, практически неограниченные. Оружие какое скажете, разведданные какие скажете. Здесь забывают несколько очень важных вещей. Вернее, Трамп их забывает, мы с вами это не забываем. Курды – это ираноязычный народ. То есть, это практически по роду своему, это фактически как персы. И это древний народ, и он никогда не воевал с Персией, он был либо составной частью, либо в других государствах. Ну, это как, это не знаю, да, славянам легче и проще воюют, чем курды с Персией будут воевать. Это иракские курды, которые присягали, клан Барзани, кстати. Кстати, иракские курды, иракский Курдистан со столицей Фирбил, они шли на компромисс по поводу американцев, ну, потому что у американцев военная сила, и там они разрешили, и имеется там, естественно, американская инфраструктура, там аэропорта, там базы, склады и всякое такое, и Иран именно туда и бьет. Он не воюет с курдами как с таковыми, он бьет аккуратненько, особенно с того, скажем так, тонкого момента, когда у Ирана появились на этой неделе какие-то разведданные, на которые они раньше были не способны. То ли китайские, то ли российско-китайские. Это уже туман войны, что называется. Ну, не суть, но точность вот этих иранских ударов заметно улучшилась, и они аккуратно уже попадают, куда действительно по GPS-координатам надо лупить. Поэтому иракские курды, запрягнуть их, американцы могут попытаться. Они даже на словах могут это пообещать. И даже могут проимитировать какое-то движение. Но пойти на Тегеран они не будут по той простой причине, что иранские курды, они большую проблему, то есть они не чувствуют себя угнетаемым меньшинством в этом Иране. Они полноценные, полновесные гражданины. Мало того, Пезешкиан, сейчас президент Ирана, у него мама азерка, папа курд, либо наоборот. Ну, коротко говоря, они имеют полный, открытый, скажем так, лифт административный, иерархический к верхам Ирана. Им никто это не запрещает. Они неугнетаемы. Зачем им рушить свое собственное государство, где они тоже являются, ну, скажем так, руководителями и властелинами этого же государства? Они же не идиоты. Они же прекрасно все понимают. Они могут быть, живут в какие-то специфические клановые, скажем так, структуры и общества. Но считать людей идиотами – это большая ошибка. С азерами практически та же самая ситуация. Да, на территории Ирана проживает 2,5, ну, разные там подсчеты, от 12 до 30 миллионов азеров, либо люди, которые самоопределяют себя, либо в смешанных браках с азерами, не суть.
Но их запрягнуть против Тегерана, да, они ближе к Тегерану. То есть, если хочешь провести наземную операцию, американцы опять показывают себя как ребята, которые смотрят на тортики PowerPoint, на столбики PowerPoint и на Google картах и видят, вот эти здесь, их там много, количественно давай, с ними будем работать, пусть они там на Тегеран нападают, потому что мы и Персидский залив, если Бандера-Аббас вообще возьмем, и то хорошо, но внутри рвать мы не можем. Смотрят они на карты вот эту большую провинцию Белуджистан, Систан и Белуджистан, и думают, давай подключим и Белуджи. Ну, там сепаратизм, Белуджи есть, там и в Пакистане, действительно, они пытаются их тоже подключить. На карту они смотрят, территория большая, а там пустыня. Да, минералами она очень богатая, но там пустыня. Там 2 миллиона населения. То есть, Белуджи не так много в Иране. Смотришь на карты и думаешь, это процентов 15-20 общества. Смотришь на настоящую статистику, 2 миллиона. С этими 2 миллионами ты как, в сторону Тегерана, что ли, будешь что-то делать? Каким образом? Ну, никак. То есть, здесь получается извечная такая... Я не помню, кто из философов войны говорил, что все планы войны рушатся после первого часа начала самой войны. Все планы идут коту под хвост, и получается то, что логика самой войны, как бы ты ни готовился, какие бы у тебя ни были шикарные планы, не удалось у тебя блицкриг, а у тебя ничего не рассчитано на больше. Вот этот Джеральд Форд, самый большой, самый дорогой, самый мощный, который должен воевать с государствами. Куда он уплыл? А он уплыл. А кто пришел? Джордж Буш. А Джордж Буш больше или как? Почему он уплыл? Потому что запасы ракет кончились. Они за недельку израсходовали больше ракет, простите, Патриот ракета и любые другие ракеты, чем за всю украинскую войну, ну, практически за весь этот период. И кончилось. Они сейчас врут. И Марко Рубио врет, и Пит Хексет врет. Кстати, у них какая-то шпаргалка, по-моему, Путин им это писал, потому что они говорят, мы еще не начинали. Они говорят, у нас неограниченные запасы. Они говорят, мы готовы воевать 20 лет или там неограниченно долгого времени. То есть, какая-то шпаргалка, которую мы слышали, какой-то не просто дежавю, но и дежа услышанное у нас есть. И они врут. Врут, потому что совершенно очевидно, что у них не хватает вот эти ракеты, ударные средства, истощаются, потому что это военно-морская группировка. Военно-морская группировка, она обладает складами ровно такие же, какие есть трюмы вот этих там кораблей, откуда им взяться еще больше. По их базам, где должны были быть какие-то склады, Иран очень хорошо, качественно и аккуратно бьет. Кстати, из общего количества ударов почти 70% пришлось на одно государство Персидского залива, на Объединенных Арабских Эмиратов. 1260 с чем-то там ударов ракетами и дронами, а на Оман пришлось 3, на Саудовской Аравии пришлось 3. То есть, там, где есть что-то американское, удивительно, почему Иран настаивает на том, что главная их цель из этих стран предателей Персидского залива, где есть американская военная важная или израильская важная военная инфраструктура, это по количеству ударов это смело можно сразу оценивать. И получается такая картина маслом, что называется. Иран не может выиграть эту битву. Количество ракет и ударов, ну, естественно, идет жестко на срыв на убыль, просто потому что если Израиль и Соединенные Штаты Америки держат господство в воздухе, они его держат. Любая пусковая установка, которая запускает ракету, она высвечивается на радаре, и в рамках нескольких минут ее уничтожают. То есть, у тебя могут быть массу ракет, но твои установки становятся установками для одноразового применения, потому что некуда ее спрятать, особенно если она была стационарной, если она была наземной. Куда ее спрячешь? Так что количество ударов уменьшается, количество целей, заметьте, из 6 с чем-то тысячи целей поражено 3000 с чем-то, некоторые говорят, под 5 с чем-то тысячи. Ну, пусть будут 5, я не против вот такие большие цифры. То есть, оказывается, если у тебя 6 тысяч целей, ты выполнил удары и поразил, 5 с чем-то, 80 с чем-то процентов, у тебя война должна уже заканчиваться, и ты должен, грубо говоря, готовиться к параду победы в Тегеране. А нет. Ничегошеньки подобного нет. Такие же иллюзии были по поводу Вьетнама, подобные иллюзии были по поводу других стран. И сейчас что? А Трамп говорит, мне уже нужны... Нет, не Трамп говорит, Конгресс говорил, по-моему. Я когда вчера
ну, позавчера политический обзор, там были такие, а нам уже надо найти ресурсы для того, чтобы удлинить эту войну хотя бы на 100 дней. Хотя бы на 100 дней. Никакие не ограничены у них запасы. Хотя бы на 100 дней. 100 дней – это рубеж, который тяжелый для Америки и для Израиля. А если вы не можете в таком темпе, то это означает, что как у вас все это исчерпится? Иран опять возьмется за свое, продолжит, и все эти ваши базы, и вся эта структура, понимаете, как работает Иран? Я вчера нашел очень интересную статейку. Запасы газа у Великобритании, а где Великобритания, где Иран? На 1,5-2 дня всего-то. Да, у них там из Норвегии всякое такое, у них нету запасов. Если произойдет смещение поставщиков, логистики, всякое такое, зимнее потребление Великобритании, они не справляются. Запасы воды у этих там персидских монархий, они только морскую воду и пьют. Если уничтожить ему вот эти обессолительные инсталляции, все, пищи пропал. Ну, вообще, запасы конечно, еды. Ближний Восток какой-то такой хрустальный получился. Ну, А дом на песке, как в Библии сказано, построишь дом на песке, это нестабильно. Можешь его сделать очень красивый, но он такой хрупкий, что вот такие тебе удары. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, мировая элита, мировые там проститутки, там элитные, все шикарно, все хорошо, все на Ламборджини, полиция на Ламборджини, на Феррари, что называется. А что оказывается, еды у них нет. Еды от 4 до 11 дней. Продовольствие откуда завозить будем? Просто жить как будем. Не то, что шиковать. Жить как будем? Вопросы без ответа. Пока что без ответа. Урмузский пролив не откроют. Что жрать будем? Опять верблюдой, что ли, резать? Либо верблюжье там, не знаю, молока, моча там, что-нибудь там сварганить. Вот так. Понимаете, тут возникает тогда контрвопрос. Так а о чем они говорили около часа с Путиным вчера? Вот мы послушали Ушакова. Взвешенный такой комментарий, говорит, Трамп сам позвонил, говорят, надо чаще созваниваться, содействие предлагал Путин по вопросу Ирана, но Трамп его как бы публично, да, вот типа отверг, типа не надо нам тут помогать, вы тут заканчиваете с Украиной. Обсуждали как бы Иран, но это все вперемешку с украинским вопросом. Но мне почему-то показалось, если сравнивать два заявления, Ушакова, пересказ разговора, и самого Трампа, ну, он там коротко говорит о том, что пообщался с Путиным, что это как раз-таки по Ирану в основном они беседовали. Вот как раз-таки вот абсолютно не про Украину. Потому что ну, там по Украине что? Перенесли трехстороннюю встречу. Ну вот будет там. Когда? Пока непонятно. Все о чем-то говорят, но говорят как-то мало публично. Но Трамп снимает ограничения с российской нефти. Индийцы уже затариваются по полной программе, как не в себя, потому что понимают, вообще непонятно, что будет дальше по поводу этого Ормузского пролива. То есть сокращается выработка нефти, Арамко сократила, еще там другие государства тоже посокращали из-за вот этих проблем логистических. Соответственно, цена будет расти. Нефть нужна сейчас. И вот быстро пытаются ее купить, а Путин говорит, а мы давайте переключимся на те рынки, где нам рады. Поэтому Европа, сори, гудбай. Европа в шоке, а у них не получается продавить Зеленского. Ну, понятно, что британцам не нужна эта труба, нефтепровод «Дружба». Европейцам нужна, британцам не нужна. Ну, как так? Потому что сразу почувствуется разница в уровне, да, между Европой и Британией. Поэтому Зеленский вот уперся, и мы видим скандалы вокруг Венгрии, вокруг там их выборов и так далее. Мне интересует вот подоплека вот этого разговора Трампа и Путина. Как видите ее вы? Я хорошо известен как суровый критик Путина, и я от своего мнения, естественно, не буду отказываться. Но, как говорил Сократ, Платон мне дорог, но истина мне еще более дорогая. То есть нельзя отрицать то, что на прошлой неделе, то, что было сделано путем телефонной дипломатии Путина, имеет определенные совершенно видимые ощутимые результаты. А именно, 2 марта 2026 года, то бишь понедельник, интересный кадр заявил, что Украина должна помочь странам Персидского залива своими дронами, дроноводами и своим военным опытом. Этот кадр
был, ну, вы, конечно, Александр, не удивитесь, но это Кир Стармер. 3 марта, буквально на следующий день, Зеленский вышел и сказал, а мы действительно можем им помочь, ну, давайте вы скажите Путину, чтобы он на месячное прекращение огня пошел, если он пойдет, мы сразу тут как тут, мы все это сделаем. 4 марта Зеленский опять вышел и уже никакие условия не ставил, а сказал, что да, мы будем туда наших дроноводов и дронов отправлять, чтобы им помочь. А мало того, 7 марта, то бишь это что получается, ну, 7-го, вернее, в субботу, не 7-го, в субботу, в субботу это какое число у нас? Ну, примерно там же. Зеленский, значит, 8 марта он это сказал, потому что 9-го вчера уже приехали первые украинцы и дроноводы там. Вот. И что случилось 2-го? А 2-го случилась первая серия телефонных разговоров по инициативе Путина. Сначала он позвонил королю Бахрейна. Король Бахрейна был вторым. Первый это был, по-моему, то ли принц, то ли шейх Объединенных Арабских Эмиратов. Да, король Бахрейна был вторым. В рамках того же самого дня или на следующее утро, то бишь 3-го, позвонил королю, вернее, наследному принцу Салману Саудовской Аравии. И с этими 3 в информационных сводках был просто дезинформационный шум, что они там пекутся по поводу безопасности, ну, общие такие слова. А на самом деле я уверен, о чем они говорили. Они говорили о том, что будем делать с ОПЕК, что будем делать с ценой нефти, что будем делать с этой логистикой, как будем договариваться. И они все, эти 3 монарха, попросили Путина повлиять на Иран, чтобы Иран прекратил вот это, грубо говоря, избивательство. В пятницу Путин поговорил, то есть это 4-й разговор телефонный с Пезешкианом. В результате чего Пезешкиан на следующий день, то бишь в субботу, вышел и сказал, а мы больше не будем никого бить и лупить, ну, по крайней мере, если там нету никаких американских баз, мы это прекращаем. Да, они продолжают лупить, ну, действительно, они продолжают лупить, во-первых, по этим базам, и, во-вторых, аккуратность и точность сильно прибавилась. Почему? Потому что может Путин предложить Пезешкиану для того, чтобы Пезешкиан согласился на то, чтобы Иран перестал, ну, немножко вот так рандомизированным образом стрелять. Он может предложить, и, очевидно, это уже произошло, что взамен того, что вы будете, ну, чуть более аккуратно там в регионе, будете пропускать, ну, китайские, ну, российские танкера, ну, чтобы хоть что-то там происходило, мы вам разведданные. Мы с Китаем, либо мы Россия, я не знаю, только Россия, либо и Китай, мы вам разведданные. И тогда ваши удары, поскольку у вас пусковые и все остальное преуменьшается, они станут более, ну, эффективными. И поскольку сделка, на мой взгляд, выглядит совершенно логично, они об этом договорились, и буквально на следующий день после того, как он провел первый разговор с Пезешкианом, а на следующий день Пезешкиан сказал, мы прекращаем, это в рамках одной недели, с понедельника по субботы буквально, то вышли вот эти ребята, разведчики, там, ЦРУшники, и сказали, очевидно, Россия уже дает какие-то разведданные, а Кэролайн Ливит, вот эта милашка, там, светловолосая, там, красоточка, сказала, а нас вообще не волнует то, что даже если Россия предоставляет какие-то разведданные, это нашего президента Дональда Трампа вообще не тревожит, на ход войны это не скажется, и на отношения с Россией это не скажется. Значит, Кэролайн Ливит говорит то, что ей сказано, естественно, Дональдом Фредеричем. А Дональд Фредерич инициативно, по своей инициативе, позвонил Владимиру Владимировичу и говорит, и мы сейчас должны догадаться, о чем они говорили. Если Дональду Фредеричу заканчиваются ракеты, заканчивается продовольствие, намечается гуманитарный кризис, настоящий в регионе, и все будут держать в ответе не Израиль, а США, потому что Израиль, что с них взять? Израиль – это Израиль, они ведут себя так, как они всегда вели, и у них есть свои интересы, которые, как бы с ними там ни говорил, ничего не получится. Трампа они держат в ответе. И американцы держат Трампа в ответе, и европейцы держат Трампа в ответе, и монархи Персидского залива держат Трампа в ответе, и Индия, и Китай держат Трампа в ответе. Все держат Трампа в ответе за то, что происходит вот сейчас в мировом плане. А мало того, что у него ресурсы, и давайте искать какие-то другие дополнительные 100 дней, ну, у него с прогнозами всегда было хуже, чем у нас с вами даже, потому что мы и на него ссылались, но мы какие-то там вообще-то уговорки все-таки делали. Но
сейчас Трампу, если Россия и Китай, либо только Россия предоставляют эти разведданные, у него развязка вообще-то с Ираном как-то улучшится? Нет, она не улучшится, она затягивается. А если Россия начала вообще-то устраивать хорошие отношения, вернее, улучшать свои отношения, они и так были не очень плохие, но улучшать свои отношения с Ираном, это означает, что Россия через Каспий может обеспечить доставку логистической продовольствия Ирану, и Америка ничего против этого сделать не может. Ну, вот вы же видите, как Азербайджан поступил. Можно там по-разному Сразу относиться. переметнули. Как раз про Азербайджан я собирался сказать, как попытались их ударом, этим дроном там по Нахичевани подключить против Ирана. 2 дня спустя, после того, как Илхам Гейдарович Алиев объявил полную мобилизацию первого уровня, 2 дня спустя разговор между Азером под названием Илхам Гейдарович Алиевым и Масудом Пезешкианом, потому что мама у него азерка тоже. И, соответственно, они договорились, что, слушай, это, во-первых, не мы, это игра под чужим флагом, вы сами можете догадаться, кто и как. И на следующий день Алиев все это отменил, сказал, мы даже будем сейчас помогать уже Ирану, если нужно там продовольствием, там гуманитарной помощью, любой вид помощи мы окажем, пока что не военной, но мы будем подключаться. То есть, оказывается, у Ирана есть какие-то появившиеся внезапно союзники, не только Тут же очень интересный момент. Вот смотрите, отправляют там они продукты, азербайджанцы в Иран. Опять-таки, а это кому вы помогаете? Получается, режиму? Да, конечно. Режиму? Да, конечно. Да. То есть, получается, что там по вам уже нанесли удар там, дронами, а вы режиму помогаете. То есть, абсолютно другая там игра, вот восточная в этой теневой стороне вырисовывается. Там есть актор, и, по-моему, актор – это Великобритания. У Великобритании есть, только что уточнили в начале нашего разговора, мягко говоря, сильно различные интересы в этом регионе, различные от израильских и различные от американских. Ровно так же, как у Великобритании есть сильно различные интересы на территории многострадальной Украины, различные от американских и от российских. Поэтому это как вот кино вспоминаем. Ты Суслика видишь? Нет. А он там есть. Ты британцев там видишь? Нет, они даже свой корабль вообще-то не дают, потому что, видите ли, у них массу там оснований, профсоюзы не дают работать в пятницу или в субботу или что-нибудь такое, вообще мы не можем. А как внезапно, во-первых, Турция, Турция это прокси, Великобритания, это последние 200 лет никто это не менял. Азербайджан тоже под очень сильным британским влиянием, Средняя Азия тоже под сильным британским влиянием, и страны Персидского залива, только что уточнили, 70-80% это Commonwealth. Это не американское сообщество, это британское сообщество. А это чего-то значит. Поэтому здесь есть актор, который сражаются Израиль, Иран и США, вроде бы, и там задействовано еще 12 стран, а Великобритания как-то не в списке и даже не участвует. Хотя вроде бы по британской территории база Акрутири, которая в Кипре, это британская территория. Пункт 5 договора НАТО сразу надо было подключать, но об этом только говорим, потому что кому подключать? Бельгийцев, голландцев, может итальянцев, может испанцев? Кого вообще подключить? Никто не подключится. Отправят там минералку, да, подгузники, и на этом дело закончится. Пункт 5 исчерпан, что называется. Так что Британия здесь, по-моему, участвует, и Британии не нравится то, что делают и Израиль, и США в регионе, потому что Британия терпит прямой ущерб. Поэтому у США и у Израиля дела не получатся блицкригом. Блицкриг уже исчерпан. Это ровно так же, как, там, еще раз, я поэтому говорю, у меня аналогия с Великой Отечественной, хотя, конечно, там масштабы по времени были другие. Сейчас все сильно уплотнено, и то, что раньше происходило год, сейчас происходит за неделю. И военное, и политическое, все уплотнено очень сильно, сгущено, что называется. Но аналогии я вижу. Избиение Советского Союза первые несколько месяцев, с июня до осени, можно сказать, до зимы, а внезапно появилась вторая армия, а потом появилась и третья армия. Потому что есть мобилизационный ресурс, потому что есть предприятия-дублеры, и эти люди продолжают сражаться. Не просто сражаются, они идут вперед. Это как? Это что такое? Это по правилам войны? Нельзя так. Это вообще ужас какой-то. Здесь то же самое. Все уничтожили. Иран должен уже лапки вверх, язычок высунуть и спросить, что скажете, белый сахиб? Белый, розовый, зеленый, неважно, серо-бурмалиновый. Говорите, что надо. Нет. Фетфу дал Систани туда.
Понимаете, когда убили Аятоллаха Али Хамини, это все равно пристрелили Папу Римского на лестнице Святого Петра, там в Ватикане, прилюдно на весь мир, причем в рамках Страстной Седмицы. Ну, вы же понимаете, что это как? сейчас как бы у Трампа, он же как бы первый после Бога, за него там молятся, все держатся, он у себя на странице публикует какое-то пророчество о том, что помазанник Господень, воинство христианское возглавляет. Ну, то есть Хексит, в общем, религиозный фактор сюда замешивает. Он весь в крестах татуированных здесь, грузинскими крестами. Этот его фотографии. товарищ, как его зовут, господи, Шах Пехлеви, да, который сидит и ждет, говорит, вообще крестовый поход – это на Иран. То есть замешивают сюда религию, очень плотно замешивают. Делают, по всей видимости, это зря, потому что, ну, вот мы видим, как ведет себя тот же Ближний Восток. Ты как бы тут даешь одну стратегию, тут говоришь по-другому. У меня к вам вот по Ирану, сейчас про Украину поговорим, вот все-таки финальный вопрос. Тут Б-52 что-то разлетались, тяжелые бомбардировщики, лансеры в Британии. Как вы думаете, вот если, например, не будет там получаться у Трампа, он жахнет ядеркой, потому что телодвижение, ну, с точки зрения перемещения, плюс испытания, которые проводятся параллельно, они у людей, которые следят за темой ядерного оружия, вызывают... Ну, такие серьезные опасения. Ну, вот смотрите, ну, не получается. Наземная операция не выходит. Да? Не выходит Данила, каменный цветок. Значит, он влупит ядеркой ярко, скажет, все, они шок трепет, мы их шокировали, ну, и как бы и победили. И, в общем-то, быстренько найдется тогда кто-нибудь внутри Ирана, скажет, нет, вы что, и будет условная такая Япония вместо Ирана, и, в общем-то, и сразу быстренько среди иранцев выберут себе, ну, там, скажем так, лидера, который чуть ли не союзнические отношения организует с Трампом и будут любить американцев, так же, как японцы после ударов, да, по Хиросиме и Нагасаки, как бы возлюбили Запад, возлюбили Америку. То есть, ну, такой, знаете, план. В принципе, уже в истории это было. Если он в здравом разуме и в твердой памяти, я не могу придумать ни один мотив, почему должен жахнуть именно ядеркой, потому что я не знаю, куда он должен жахнуть этой ядеркой. Если по городу Тегерану, ну да, можешь убить там многое большое количество людей и даже теоретически, технически некоторые, большая часть опять руководства Ирана. Но это же делали уже. Это к чему привело? Иран – это огромная страна. И там еще раз, для того, чтобы ты что-то поменял, ты должен, ну, грубо говоря, либо договориться, либо победить КСИР, то бишь победить весь Иран. Весь. Не Тегеран, а весь Иран. Потому что КСИР везде. КСИР – это собственники, это владельцы как торговых центров, так и предприятий, так и технологий. Это не просто войны, это войны с собственностью. Не только в Тегеране. Куда ты будешь бить? Я, честно говоря, скажу крамольную вещь, которую прошу не понимать неправильным образом. Не ударом ядерной бомбой будет самое страшное. Потому что, если говорить о ядерной компоненте, есть вещи и пострашнее. Тактический ядерный удар бессмыслен, потому что мы уже обсуждали, нет скопления войск, которые объясняют, оправдают и осмысляют, скажем так, нанесение для того, чтобы твои войска потом туда вошли. То есть тактически здесь отметаем в сторону. Стратегически может уничтожить город Тегеран, потом роза ветров как возьмет, да разнесет на Европу эти горячие радиоактивные частицы, и как будут дохнуть люди от лучевой болезни, как после Чернобыля, веселуха будет конкретной, что называется. Ну, Тегеран ты уничтожил, а у Ирана есть и другие большие города, и КСИР везде. И еще раз, они не локализованы в Тегеране, они везде. Значит, ты опять ничего не решил. Просто применил ядерку, убил много людей, причем большая часть из них гражданских. Есть вещи пострашнее. Они сейчас лупят по ядерным объектам в Исфахане, в Тегеране и в Натанзе. То есть, вы сами понимаете, что когда жахнула вообще-то Чернобыльская атомная электростанция, там Припять, ну,
пострадал больше всего не город Киев и даже не регион, а пострадали больше всего Румыния и Болгария, потому что роза ветров взяла вот эти радиоактивные облака, и этот радиоактивный дождь туда вылился. И это Чернобыльская не самая большая. Если самая большая, еще раз, Запорожская атомная электростанция, которая тоже грозит какие-то большие проблемы, потому что Вестингхаус, туда Путин собирался подпускать по настаиванию Трампа и так далее, и переносим сразу все это на Иран. Если они бьют по Натанзе, если они бьют по Исфахане, и шеф МАГАТЭ Росси уже говорит, что там идут утечки радиоактивного материала, там это тоже мало не покажется. Там было, по-моему, в Натанзе было 657 или меньше 700 сотрудников Росатома, которые работают на этой атомной электростанции. Сейчас они покидают весь этот регион. Последняя партия это то ли 150, то ли 200 человек. Как смогут, наверное, через Каспий будут добираться. И атомная электростанция это не кнопка, которую ты нажал пуск, стоп, пауза. Атомная электростанция и запуск долгий, дорогой, тонкий, сложный и опасный. И остановка всего этого процесса долгая, сложная, тонкая и опасная, рисковая. И если ключевые специалисты сейчас оттуда уходят, потому что, сами понимаете, если в Натанзе работало буквально до прошлой недели, я сейчас справку не вижу, 600 сколько там сотрудников Росатома, значит, эта станция работала просто благодаря вот этим российским, в скобках, советским специалистам. И если их там нет, что будет с этой атомной электростанцией? То есть, американцы сейчас бьют, не знаю, как это назвать, слон в посудной лавке, что ли, по объектам, которые пострашнее, чем настоящая атомная бомба. Атомная бомба, она имеет определенные там килотоннаж, определенную мощность, определенную... Там даже, скажу циничную вещь, чуть более все под контролем с атомной бомбой, потому что там математически все рассчитано, более-менее известно. А здесь, если бабахнет, если будет что-то с этими там Натанзе, Исфаханом, либо другими, у них там Бушер вот на днях тоже били. Слушайте, это дебилы, это идиоты. Это люди, которым вообще ничего не жалко. Они не головой думают, не верхней частью позвоночника спинномозгового, что называется, а нижней частью. И им не жалко. Им-то что? Нефть от радиоактивности пострадает, не пострадает. Газ от радиоактивности пострадает, не пострадает. Все равно местные будут добывать. То, что им надо, чем меньше здесь таких, нам какая разница? Говорится, местные с двумя головами, 4 руками, будут добывать. Есть ли перспективы на этом фоне окончания войны в Украине? Видите ли вы их вот сейчас, на данном этапе? И можно ли сказать, что война на Ближнем Востоке еще имеет шансы стать таким тумблером, который выключит войну на территории Украины? Или у нас, судя по информации, конечно, которая сейчас поступает, у нас абсолютно другие. Там выходят с заявлениями очередные украинские генералы, говорят, мы там Днепропетровскую область освобождаем. Правда, там 3 села надо зачистить, 2 еще там как-то что-то еще, но мы почти освободили. Дипстейт не подтверждает, но генералы говорят, мы контрнаступаем. Сырский говорит, удачно обороняемся, все хорошо. Вот, смотрите, у России проблемы, а вроде в украинской армии нет проблем. Правда, в пабликах там одни траурные ленты, 2 бригад тоже там боевых. Скала, еще там какая-то 225-я, кажется, если не перепутал номер. То есть мы видим какую-то абсолютно паузу на преображение вот этой войны. Но куда она, во что она превратится, сейчас сказать максимально сложно. Я опять скажу непопулярную вещь, но я скажу то, о чем я думаю, а пусть кто-то меня будет опровергать. С одной стороны, все выглядит так, как будто в очередной раз все откладывается и затягивается. И вместо того, чтобы мы получили хотя бы прекращение огня и переход к выборам и к дедлайнам Трампа, которые мы уже обсуждали, поэтому смысла нет их повторять. Их 3. 4 июля, 14 июня, 15 мая. Про других уже не стоит даже вспоминать. С другой стороны, если в Кремле появится лицо мужского политического пола, стукнет кулаком по столу и скажет: «Доня, Трампуша, слушай меня внимательно, записывай и на ус наматывай.
Если ты сейчас в рамках энного количества времени, пару-тройку дней, неделька тебе многовато, не дожмешь вот этого Володи, который там киевский, ну, тезка там, то я, понимаете ли, подключусь более конкретно помогать Ирану, потому что от Ирана я видел толк помощи и все остальное в моей войне с моим другим народом, ну, опять же, моим народом, а ты мне мешаешь, ты вооружаешь, ты вообще-то разведданные, поэтому я подключусь активнее. Не обязательно войсками, я подключусь активнее с Ираном. Трампуша, если хочешь, чтобы у тебя получился новый Вьетнам, умноженный в 10 раз по территории, потому что Иран там побольше, по 2 миллионов квадратных километров, наматывай, либо решай быстрее украинский казус, ты же обещал, возрождай духа Анкуриджа, выполняй свои обязы. Вы сколько меня будете за нас водить и вообще-то обманывать, кидать и надувать и всякое такое. Мне уже это начинает, наверное, надоедать. Так что, Трампуша, выполняй, договаривайся со своим там Лондоном, левым, правым берегом, Темзы, без Темзы, с Ла-Маншем, без Ла-Манша, как хочешь. Решай вопрос. Иначе я начну этот вопрос решать, потому что мне это на пользу. Пока вы там воюете, пока уже даже если будете санкционировать, ну, народ уже понимает, что лучше купить против вашей американской там воли и запрета, лучше вы там это самое. Мы наше добро, органическую фасильную, мы в сторону Азии. Европа как хочет, ну, если не хочет, это неинтересно. Доня, у тебя срок. Я тебе срок, меньше недели. Договаривайся с этим там. Компроматы будешь доставать, разведданные будешь отрубать, Starlink будешь отрубать. Твои проблемы, твои вопросы. Инструменты у тебя на руках есть. Анкуридж ты обещал. Ты пацан. Слово пацана давал? А где это слово? Значит, ты не пахан, ты не пацан. Ты это самое, другое. Обратное пацану. Вы сами знаете кто. Если будет лицо мужского политического пола, эдакое немножко то ли Жириновский, то ли Хрущев, ну то ли еще лучше Сталин, конечно, то вопрос очень быстро можно развернуть и в рамках меньше месяца, ну, как сказать, ну, вы сами можете догадаться, что до конца весны российские войска уверенно будут держать левый берег Днепра по всей полосе, уверенно, в рамках месяца. А в рамках года, ну, до окраинах Западной Украины, может быть, и до границы с Венгрией, Словакией и так далее. На чем основан ваш прогноз? Вот смотрите, наоборот... Там... А нету лица мужского политического пола в Кремле, понимаете? В том-то и вся проблема. Давайте так тоже. Вот не могут, россияне не могут. Мы это же часто слышим, да? Вот Арестович у меня вчера в эфире говорит, они не могут, они там ничего не могут захватить, они там могут чего-то разрушить, но они вот не способны они добиться цели. А вот Украина, смотрите, стоит, даже контратакует. Это уже большой успех. Так есть. Ну, сила Украины сопротивляться сейчас состоит не на количестве и на уровне личного состава, а на количество и качество дронов, которые прямиком зависят от Starlink и которые прямиком зависят от разведданных. Все остальное, вот это высокоточное, высокоэффективное железо, летающее, жужжащее, ударяющее, взрывающееся, зависит прямиком от Starlink и от разведданных. Если этого отрубить, это полностью в ресурсах Трампа, буквально сегодня, сейчас, в сию минуту, то эта армия, ну, как сказать, потерять 60, а то и 80% своей боеспособности, особенно с учетом нехватки личного состава. Единственное, что сейчас, грубо говоря, компенсирует нехватку личного состава ВСУ, это именно количество дронов. Но, опять же, эти дроны, они в этом всем нуждаются. И так будете иначе работать с этими дронами только напрямую визуальный контроль. Эффективность кратно снизится. А если эффективность кратно снизится, даже вот это количественное преимущество, которое имеется у российских вооруженных сил, будет достаточно для того, чтобы захватить рубежи до того, как новые рубежи были инженерно подготовлены. То есть, если ускорится ход войны и захвата территорий, то Украина не будет в состоянии подготовить новые рубежи, а это, в свою очередь, еще больше ускорит атаку вперед и захват территории со стороны России. Это очень простая, очевидная, математическая, не обязательно с военным образованием логика. Но, во-первых, в Кремле нет лица мужского политического пола, который может стукнуть кулаком и сказать, если так, вот инак. И Китай, и Индия, и Россия заинтересованы в том, что помогать Ирану напротив тебя. Так что, Трамп, решай.
Решаю, тебе это ничего не стоит. Ты просто можешь это отрубить, и тогда я готов, ну, грубо говоря, ну, там уже Трамп скажет, на что должен быть готов. Если нет лица мужского политического пола в Кремле, вот будем наблюдать именно то, что вчера вы с Арестовичем обсуждали. Арестович человек военный, и с его военным описанием, и военным, скажем так, с его военной логикой я согласен. Я прослушал его участие в вашем канале. У меня с ним разногласий нет. Я тоже офицер-резервист, правда, не подполковник, как он, всего лишь капитан, но я все это понимаю. Ну, знаете, как бы тут же философы правильно говорят, да, вот те, которых вы приводили, что все планы на войну рушатся. Да, Ну, как она начнется, да. поэтому тут же задача какая? Вот у нас успех, мы разрушили какой-то план, какой-то замысел. Или, например, вот это же просто парадокс, это же просто нонсенс. Ну как так? Выходят, говорят, мы гуляй-поле потеряли практически, да, и там вообще эти бои, там движение сейчас идет вперед российской армии. Но это замысел вооруженных сил Украины, это мы так видим. Так мы видим эту войну, понимаете? И думаю, ну слушайте, тогда, может, там и как бы Запорожье тоже это замысел, да, там взять и уйти, такой замысел. Но мы же смотрим в будущее, глобально на войну. Опять-таки, у Зеленского же как времени много, он говорит, я молодой, в общем-то, у меня это Трамп старик, там Путин старик, все они там... Я всех похороню. Путин, вон, смотрите, как кашлял, слили подлецы необработанную версию поздравления женщинам. Представляете, кашляет. Это, а Зеленский, видите, не кашляет. Поэтому вот как бы... Зеленский качается, он вообще-то вот так. Поэтому вот отсюда такая вот и аналитика, что вот там Россия пошла на нисходящий тренд, вот это вот все. Ну, в общем, как бы будем наблюдать за всем происходящим. Можно соглашаться, можно нет, но выглядит все, конечно, как... Скверно, и знаете, как очередная пурга. Знаете, почему пурга? Потому что за этой пургой, в этом тумане, да, который напускают, каждый день обстрелы по Украине, каждый день их хватают, ловят, людей, засовывают в бусы, издеваются, убивают. Люди гибнут на передовой, люди гибнут в домах у себя под ударами. Никто это не останавливает. А все смотрят, разводят руками, вот Иран начался, понимаете? Иран – это вот такая пауза, которую используют сейчас как-то не для мира, а наоборот, да, в военном смысле, та же украинская сторона. Кто остановит Трампа? Опрос. 5% Европа, монархии, глобалистов, 13% возраст, 29% Китай, Россия, или никто сам остановится, это 52% проголосовали, что вот нет силы такой, которая его может остановить, сам должен остановиться. Ну, так можно долго ждать. У него там, как сейчас, помните, мем какой-то был с календарем, там, январь Мадуро, февраль Хаминии, ну, вот это вот. Сейчас март ждут, да, следующего. Кто следующий? Куба, наверное. А может, Эквадор. Тоже парадокс. Никарагуа. Эквадор выходит и говорит, ребята, они хотели базу размещать американскую, а Эквадор говорит, мы против. И вот сейчас бомбят по Эквадору. Ну, типа тоже спецоперация, картели, все дела. Конечно, совместно с правительством, все вот это вот. Но опять-таки бомбят по этим, так сказать, эквадорским джунглям. Поэтому вот такая вот, скажем так, история. Александр, вы видели, была запись главнокомандующим силами НАТО и США в Югославии генерал Уэсли Кларк. Видели, была такая запись или нет? Или рассказать? Нет, не видел. Невероятно познавательная. Значит, после того, как генерал Уэсли Кларк, грубо говоря, уволился, сдал пропуска в Пентагон, сохранил энное количество связей, рассказал он, и это висит в интернете, с субтитрами на болгарском, наверное, есть и с переводом на русский, преинтереснейшую историю. Встречается он с каким-то там своим знакомым из верховных этажей Пентагона и спрашивает, как дела? И этот ему говорит, ну, слушай, вот тебе листочек, посмотри. Нам в рамках 5 лет надо захватить и воевать с 7 государствами. Сейчас мы начинаем с Ираком. То есть, это было до начала иракской кампании. Именно Ирака, первая иракская. И генерал Уэсли Кларк его спрашивает, а зачем?
А другой генерал ему отвечает: да я не знаю. Наверное, у нас есть просто слишком сильная армия, и нам хочется ее применить для того, чтобы где-то что-то заполучить. Ну, реальных причин там никакой не Аль-Каида, не какой-то Осама бен Ладен. Просто Ирак надо захватывать. И говорит, встречаемся с этим же генералом. Несколько недель спустя уже идет иракская операция. Они действительно начали бомбить и захватывать. Встречаются и спрашивают, ну, как дела, соответственно, все там по плану или как? И генерал ему дает опять листочек. Генерал Уэсли Кларк его спрашивает: слушай, так это секретно, нет? И другой генерал ему говорит: да, но не для тебя. Ну, Уэсли Кларк говорит: тогда мне это не надо. Ну, все-таки читает. И там что написано? В рамках 5 лет Сирия, Ливия, Ирак, еще там пару-тройку. Последняя, 7-я страна в рамках 5 лет, которую нужно захватить, Иран. Вот все они захвачены, что там в этом списке, в этом ролике. Я могу ролик вам дать, но, наверное, все-таки лучше вам поискать с российским переводом, и, либо могу отправить только по-английски. Это буквально 1,5-2 минуты ролик. Последний Иран. Вот, да, не в рамках 5 лет, но они все это расписывали давно. И к этому они шли, и вписались вперед побольше, но все равно они туда идут и это захватывают. Вопрос: зачем? Генералы не знают зачем. Так что то, что проголосовали наши ребята в этом вопросе, я, конечно, комментировать... Вы сказали, он первый после Бога. Вот у меня ощущение, что иногда он берет первенство и, наверное, помажет Бога, если он его увидит. Не наоборот, чтобы он был помазанником Божьим, а он намерен уже помазать кого-то. Ну, не суть. Трампуша – это дело такое специфическое. В его возрасте, наверное, такие экзотические выпады можно относиться с благосклонной доброжелательностью вот такого политического шоу, которое нам представляет. Правда, это немножко не весело. Это даже много, очень даже много не весело. Ну, что с этим поделаешь? Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Пламенный режим Блиц, пожалуйста, да, чтобы большее число пройти наших уважаемых зрителей. Поехали. Сообщество YouTube. Петр, можно ли сказать, что Иран на данный момент самое суверенное государство? Одна из, есть и другие не менее суверенные. Я бы их назвал Швейцарию, назвал бы Северную Корею, назвал бы Исландию, назвал бы Китай, назвал бы, ну, дальше не буду, ну да, одна из тех, которая 40 лет, в отличие от всех других перечисленных, под жесточайшими увеличивающимися санкциями доказала свое право не просто на существование, но и на влияние на весь шиитский мир, и которая разработала все современные технологии почти изолированно от остального мира, в том числе и нанотехнологии. Поэтому, да, в многом мы не отстали, но в другим отношениям это одна из первых 10 экономик мира. Это вообще нельзя сбрасывать со счетов. Категорически, решительно, да. Угу. Андрей, смерть Буратино прекрасно иллюстрирует то, как за 30 лет можно из высокоразвитого общества СССР сделать серую массу украинцев. И никакой эволюции. Оглянитесь, все доказательства вокруг. Речь идет, наверное, об этом в Киеве, да, когда два мужика статую, скульптуру вот эту железную, да, Буратино патриотично валяли. Ну, он, наверное, иноагент Путина и, соответственно, пропагандист Путина, поэтому у Буратино дела плохие. Сейчас СБУ займутся... Слушайте, это достаточно известный в истории процесс, называется вторичное одичание раньше цивилизованных наций и народов. Это действительно было. Большая часть нынешнего Афганистана в древности были, ну, не менее продвинутые, они были частью Персии, поэтому они были передовыми. А вот... под влиянием специфических других обстоятельств перечислять не будем. Видим люди в шлепанцах, там мужики, скажем так, в платье, белое обязательно, и специфическим дресс-кодом, и специфическим бытом, который, ну, мягко говоря, не соответствует даже соседним странам. Хотя они продолжают настаивать на то, что они персы, понимаете ли. Поэтому, если врубить дерационализацию, а она врублена по самой мах, или макс, лучше сказать, то получаем то, что уже нам Буратино, понимаете ли, враг народа, что называется, и иноагент Путина, а куда уж.
Здравствуйте. Сын Хаминеи стал новым лидером Ирана. Революция, которая когда-то свергла монархию, сама пришла к наследственной модели власти. Это начало конца Исламской республики или ее новая, более жесткая реальность? Может ли такой переход спровоцировать раскол внутри элиты и волнение в обществе в будущем? И как воспринимать тот факт, что по сравнению со своим отцом он не обладает сопоставимым религиозным авторитетом? Ведь сам Хаминеи раньше говорил, что этот пост должен занимать по-настоящему достойный и признанный духовный лидер. Благодарю вас за ответ. Денис. Все, что было сказано, практически почти все, да, правда. Однако Муджтаба Хаминеи, он человек-богослов, он не имеет гражданское образование. Но зато он был именно тем связывающим звеном между Рахбаром и Ксиром в переводе в условиях войны. Он не был назначен и выбран отцом своим, он был назначен и выбран коллективным разумом аятол. То есть, если есть ассамблея, это они коллективно решили. Как они коллективно его назначили, так они могут его снять и выбрать другого. Поэтому говорить о том, что есть наследственная монархия, у них были реально серьезные мотивы на то, чтобы именно его, молодого 56-летнего, сейчас ставить у руля для того, чтобы занимался более жестко вот этими процессами, которые, наверное, были, там слабинка там какая-то была. Да. Я не знаю, в вашей передаче вы обсуждали вообще-то предательство какого-то странного везунчика, главного человека Ксира, Исмаила Каани, который арестовали, потому что, оказывается, он всегда буквально за 3-4 минуты до любых ударов, начиная практически с генерала Касым Сулеймани, заканчивая с Рахбаром Али Хаминеи, он покидал это место, где они были, ровно за 3-4 минуты до этого. Либо там, где он был, никогда прилетов не было. Странная такая, понимаете, или закономерность уже. Заговоренный, наверное. Да. Так что, если генерал Ксир был на таком уровне, то нужен человек, как Муджтаба Хаминеи. Наверное, они так решили, чтобы с этими вопросами действительно все это порешать для сохранения государства иранского. Поэтому я не думаю, что здесь идет уже какая-то монархия. Это не монархия, это коллективный разум его выбирает. Я не в курсе, чтобы он был кандидатом. Это у них нет такого политического процесса. Политики, кандидаты состязаются друг с другом, соревнуются, как состязательные кони, скакуны. Нет, это коллективное тело решает, кто самый достойный. Это как конклав, когда выбирают папу. Там нету папы кандидата. Есть префериты, но префериты это опять по мнению людей конклава, а не по их собственному амбициозному желанию. Здесь все по-другому. Поэтому здесь немножко не согласен. Маша пишет в чате трансляции: Трампа могут остановить люди, окружающие его, та же Мелания, но этой женщине, похоже, плевать на всех, кроме себя любимой. Уверен, что нет, потому что Мелания девушка наша, я имею в виду балканская, она прекрасно понимает, и даже по поведением своим она уже показывала, что думает по поводу некоторых выпадов Трампа, била даже его по руку, когда он пытался ее взять. Коротко говоря, у Мелании есть свои, в том числе и женские, материнские, супружеские, наверное, основания, иметь какие-то вопросы вопросительные к Трампу. Другое дело, что она как-то не выбрасывает на улицу, на публичность, и правильно она делает, потому что зачем? Такое не выносит ссор из избы, что называется. Но около Трампа есть другие кандидаты, которые действительно метят. Еще раз обратите внимание на громкое многозначительное молчание Венса. Если он видит, что Трамп сам себя топит, зачем ему в этом мешать? Он занимается именно теми относительно тихими делами, которые, грубо говоря, косяки Трампа никоим образом потом нельзя списать и на Венса. Он его не поддерживал. Если ему придется быть вице-президентом, который приходит в результате импичмента титулярного президента, то такого, грубо говоря, замарывания на него не будет. Он не будет испачкан этими активностями Трампа, особенно последние, которые привели к его импичменту. Я думаю, что до конца года это будет очевидно. Даже, может быть, до конца весны. Если Трамп не добьется успеха до конца этого месяца, я думаю, что настроение в самой Америке... Так а что такое успеха? Успех – это что? Успех – это поставить абсолютно ручной, беззубый и без ногтей. То есть смена режима, то есть то, о чем мы говорили. Либо смена поведения режима, смена поведения, чтобы они присягнули. Но это невозможно. На мой взгляд, это невозможно. Так, может ли договор Анкориджа включать в себя иранскую операцию по сдерживанию не только Китая, но и сдерживанию обезумевшей Европы? Задает Игорь вопрос.
Это, конечно, очень интересная и экзотическая постановка, но, думаю, вряд ли, потому что к этому моменту, когда шел Анкоридж, Россия и Иран сотрудничали военно-техническим образом, и это имело огромное значение для России, потому что без этой помощи, то есть вот уж на такую подлянку, я думаю, что даже нынешний Кремль не способен в силу правильной, адекватной оценки своих личных интересов. Я думаю, что это вряд ли, это экзотика какая-то. Понятно. Из ряда вон. Если США и Британия прикажет своим колониям остановить войну, через сколько закончится война между Россией и Украиной? В рамках недели. В рамках недели. На этом оптимистическом, скажем так, посыле, вот через неделю встретимся с вами и проверим, было ли такое указание или нет. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы, господа, офицеры, господа не пьющие, не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы, боты, вы тоже люди, вы все знаете, вы все понимаете, мы тоже все понимаем. Однако, выключите, пожалуйста, телевизор, включите мозги, и все у вас приложится. Проверьте, пожалуйста, у вас там колокольчик черненький, подписка там оформлена и так далее и тому подобное, потому что YouTube, неизвестно почему, но вас отписывает. А если вы были подписантами, вы уже, многие из вас не подписаны. Поэтому продолжение следует. Будьте с нами. Всего вам доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.